Христос воскресе! Сегодня мы с вами перенесемся в село Требухов. Это Киевская область, совсем недалеко от Киева, где произошел очередной циничный захват храма. И, безусловно, об этом нельзя молчать. И важно показывать это всем людям, независимо от того, в какой стране они живут. Именно для этого мы переводим видео, субтитры делаем на английском языке, будем стараться и на других языках. И если вы считаете, что это важно, присоединитесь, пожалуйста, к сбору. Много месяцев в Требухове было неспокойно, много месяцев ситуация накалялась, и вот как бы ее финал. Мы видим с вами захват храма. Причем обращает на себя внимание огромное количество людей в военной форме. Кто эти люди? Что они забыли в Требухове? Что это за какое-то такое усиленное воинское подразделение, которое, похоже, перепутало передовую с достаточно тыловым селом, борьбу с церковью со своим солдатским долгом? В общем-то, мы можем видеть с вами, что также сотрудники правоохранительных органов никак не реагируют на противозаконные действия всех этих церковных рейдеров. И они просто-напросто наблюдают. Ну и, конечно же, не обошлось без вполне привычного исполнения гимна, так сказать, во время взлома дверей захватываемого храма. Скажите, пожалуйста, это издевательство над одним из государственных символов, над гимном или нет? Вот нужно, когда вы захватываете, когда вы совершаете преступление, прикрывать это своим псевдопатриотизмом? Или это просто такая вот фишка новомодных церковных рейдеров 21 века? Это наша корова, и мы ее доим, понял? Конечно же, не обошлось и без других сторон таких вот захватов, когда начинают рыться в церковной лавке, везде все смотреть. И вот внезапно нашли самую страшную книгу всех времен и народов, которая, конечно же, должна быть уничтожена. Вы удивитесь, но это Библия. Так, тут ще цей мусор познаходили. От, я думаю, що цю книжку віддамо Богдані, вона її утилізує. І ось такі ще дівчата познаходили російські, да, такі, ну, тобто теж сміття повне. Посібнички. Да, посібнички і так далі. Ну вот, Друзья протестанты, которые тоже активно смотрят мой канал и которые считают, что вот хорошие ребята, ПЦУ и им подобные, посмотрите внимательно, Библию назвали мусором, прямым текстом, и считают, что ее нужно утилизировать. Вы тоже разделяете эти взгляды? Вам тоже они близки? Просто внимательно посмотрите на этого персонажа в кадре. Его зовут Ярослав Бондаренко. Один из таких, знаете, активистов, который вот старается ничего полезного в жизни не делать, кроме того, чтобы наделать побольше гадостей. И вот здесь он прямым текстом у себя в Фейсбуке называет Библию мусором. Утилизируем мусор, он пишет на своей страничке. Вот, пожалуйста, так сказать, плоть от плоти местного активизма. Человек, который, по-моему, прикладывает все усилия для своего богоборчества, который прикрывает все свои преступления псевдопатриотизмом, как я сказал. Ну и, в общем-то, мы сейчас немножко подробнее о нем поговорим. Ну и, как вы понимаете, на этом все не закончилось. Кроме прочего, что они достали все эти молитвенные книжечки, достали Библию, но этого им показалось мало. Нет, они не сожгли, но они достаточно серьезно поглумились над всеми этими святыми книгами. Я долго думал выставлять целый этот эпизод фрагментами, но, пожалуй, покажу его целый. Его достаточно тяжело смотреть, но как есть, чтобы, как говорится, дурь каждого была видна. Поїдь на Старий Дух і там побачиш. оцей Мерседес, це, мабуть, від класу Мерседеса. Да, Тому давай. його хай разом зі своїм сміттям забирають. Да. То Паша прислав. Мерседес. Російський, нехай це все забирають. І хай їде за російським кораблем. Мерседес від Паші Мерседес.
Від Паші Лебедя. Іра, ти тут стань подальше трошки. Правильно, Паша Лебедь виділив. Вот здесь все. И издевательство над святынями, над книгами, над религиозными чувствами, издевательство над детьми. Потому что мы видим, как они стараются все это сложить в детскую машинку, отпуская, совершенно какие-то запредельные шуточки. И вот он, цинизм высшей пробы, на который никто не обращает внимания. И, конечно же, никто не приедет их паковать. Никто не будет этого Ярослава Бондаренко тащить за ноги по земле. Никто не будет насильно его усаживать в полицейскую машину. Все сделают вид, что они этого не замечают. Он достаточно, как я посмотрел его страничку «Известный парохобот», человек, который последовательно ведет свою борьбу с церковью, ведет со всем, что не помещается в достаточно узкий мирок этого самого Ярослава Бондаренко. 2,20. Чего? Потолочки бывают 2,20. Дома такие делают. И людишек специальных вывели. Там они и живут. Сок. Как я понял, он связан с преступной организацией под названием «Миротворец», которая взяла для себя право, так сказать, решать, кого там размещать на своем сайте, кого нет, кто для них преступник, кто нет. В общем-то, по сути, занимаясь откровенно противозаконной деятельностью. И это еще не все. И что удивительно, все эти люди активно документируют свои преступления. Я искренне им за это благодарен, это нам пригодится, потому что я искренне верю, что каждого из них удастся привлечь к ответственности. И если не в украинских реалиях, то есть масса других организаций, которые смогут привлечь таких людей к ответственности, потому что это откровенное разжигание, это откровенная дискриминация, да в общем-то и много всего другого, так что они сами документируют свои преступления, гордясь тем, что они делают. Смотрите сами. Друзі, вітаємо. Требухів. Окупована кацапами церква, вже під контролем громади і відбулася перша служба. Попів всіх вигнали нафіг, пішли вони за російським кораблем, десь в сторону російського кордону. Так що слава Україні і інші міста беріть приклад з Коломиї рік тому, беріть приклад з Хмельницька, беріть приклад, як сьогодні, Требухів, і виганяйте оту всю московську наволоч. Перечисляют, где они поучаствовали, что было, и мы понимаем, мы наблюдаем за событиями, и мы с вами видим, что там происходит. Мы видим все эти преступления, весь этот религиозный геноцид, все это ущемление прав верующих, издевательство над ними. И как я уже говорил, нельзя молчать, об этом нужно говорить, и говорить как можно шире, чтобы люди во всем мире могли видеть то беззаконие, которое сейчас творится в нашей стране, которое сейчас творится в Украине. Видели этих религиозных рейдеров, видели этих людей, которые пытаются поделить людей на сорты, которые пытаются рассказать, что вот они какие-то там унтерменши, потому что мы так решили, мы так хотим, чтобы они были гражданами второго сорта, и мы всячески будем заниматься их харассментом, мы всячески будем нападать на них и уничтожать их. И это мы видим, к сожалению, как говорится, во всей красе. Безусловно, он не остался в стороне от провокаций под Киево-Печерской лаврой. Вы можете увидеть фотографию еще одну с его странички, где он стоит с какой-то барышней именно под Киево-Печерской лаврой, как раз в толпе тех самых людей, которых туда регулярно нанимают, регулярно привозят, для того, чтобы они провоцировали верующих, для того, чтобы они провоцировали духовенство и создавали такую атмосферу напряженности под Киево-Печерской лаврой. Рейдеры не остановились только на захвате храма, они захотели захватить и дом священника, и, к сожалению, им это удалось. И, как я уже сказал, правоохранительные органы не вмешивались, они просто наблюдали за откровенным преступлением, за захватом имущества Украинской Православной Церкви, в общем-то, за всем, что там происходило. Попи порушили, самі Вони правильно називались Берестейські унії. Берестейські унії називались, правильно. Знаєш таке? Унія. Ти що, з католиками з'єднали? З ким було составлено?
Ну и, конечно, там собрались великие богословы, рассуждающие об уне, о многом-многом другом. Ну, конечно, конечно. Мы понимаем уровень вашего мышления, уровень развития вашего богословия, и он, в принципе, сводится к обладанию ломом или другим инструментом для того, чтобы захватывать чужие храмы. Взять все, да и поделить. Так я и думал. Именно это я и полагал. А вот еще один фрагмент того, что происходило, он достаточно длинный, но я решил показать вам его целиком. Это так называемый коридор позора, через который пришлось пройти верным Украинской Православной Церкви. Это устраивают тоже граждане Украины, граждане нашей страны. И вижу их, а стыдно мне. И вот смотрите, вот они, гонения 21 века. Смотрите те, которые рассказывают, нет никакого притеснения, нет никаких гонений. Просто вглядитесь в глаза этих верующих людей. Посмотрите на их верность Богу и своей церкви. Посмотрите на их стойкость, что они, несмотря ни на что, хранят свою веру. И посмотрите на эту улюлюкающую толпу, которая, несмотря ни на что, несмотря на богослужение, несмотря вообще вот на какой-то здравый смысл, нормальные человеческие отношения, ведет себя как стадо каких-то горилл, как стадо каких-то шимпанзе, которые пытаются другое племя согнать с насиженного места. Иду. Все нормально, я иду. Чемодан, вокзал, Россия! 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 Геть московського попа! Геть московського попа! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из Син, хай забирають свою вонцю. Ікону придбаємо і ще будуть найкращі. Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Вслед за российским кораблем! Я думала, машина їхала, що-то не поїхала машина. І все, і оце усе, ради цього треба було. Очень важно, чтобы это увидели во всем мире, чтобы увидели, что идет откровенная дискриминация, чтобы увидели, что идет наступление на права людей, на права верующих людей, что идет полнейшее пренебрежение Конституции. И что особенно важно, вот данный персонаж, один из героев сегодняшнего ролика, Ярослав Бондаренко, время от времени бывает как минимум в Евросоюзе. Он выступал в Литовском Сейме. И вот расскажите мне, куда смотрит Сейм, кого вы приглашаете? Этого человека пора привлечь к ответственности за разжигание, за все, что он делает. И я думаю, когда в следующий раз его нога переступит границу и будет где-то он на территории Евросоюза, неплохо бы его привлечь к ответственности по всей строгости закона. Если законы не работают здесь, ну где-то же они должны работать. И я уверен, что на каждого из таких людей уж точно найдется управа. Если даже она не найдется тут на земле, то там на суде перед Богом, ну уж никаким лживым патриотизмом прикрыться никто из них не сможет. Я благодарю каждого за поддержку. Поделитесь этим видео со всеми, с кем вы только можете. Подписывайтесь на канал Денис у микрофона и до скорой встречи.